Здравствуйте, товарищи! Мы в Словении, в городе Новое Место, и вы смотрите плейлист обзоров автодомов нового модельного года 2022. И у нас сегодня реинкарнация, на мой взгляд, автодома Adria Twin SHX, который некоторое время назад, мне кажется, года, наверное, 3, а может даже 4, перестали выпускать. Это был автомобиль на базе Fiat Ducato, а здесь вот Citroën. Ну, я думаю, что это под заказ выбирается. Хотите на Citroën, хотите на Fiat. В общем, видите, высокая крыша и самая большая длина, то есть 6,40 длина фургона и высота, соответственно, 2, по-моему, 90 плюс-минус. Значит, что мы здесь получим, друзья? А что я вам буду рассказывать? Давайте смотреть. Это четырехместный полноценный дом на колесах со всеми удобствами, но теперь выпускается под маркой Sun Living. Как это все внутри устроено, увидим внутри. Хороший вход, удобный, антимоскитная сетка, которая, в принципе, летом защищает от комаров, но, тем не менее, дает возможность здесь проходить воздуху. В общем, вариантов особо нет, друзья. Никуда тут не денешь эту выдвижную дверь. Ну, разве что есть электропривод, есть доводчик. И вот есть вариант с антимоскитной сеткой. В общем, сами захотите, сами выберите для себя удобные какие-то вариации. Тут, смотрите, все привычно глазу. Стол, кресла поворотные с подлокотниками, второй ряд сидений с пассажирами. И Citroën в этом году не обновляется, наверное, попозже будет. Fiat мы с вами в этом плейлисте вы посмотрите, увидите автодома уже с так называемым фейслифтом. На самом деле снаружи ничего не поменялось, только новый логотип. Ну, давайте не будем сейчас на Fiat останавливаться, мы в Citroën. Смотрите, что здесь надо вспомнить нам. Это дополнительная высота, которая дает, первое, вот здесь большой ящик для вещей. Напомню, что в компактных автодомах, в венах, дополнительные пространства для багажа, они просто на вес золота. Потому что вещей много, поездки у нас длинные, поэтому все нужно куда-то девать, раскладывать. Здесь, пожалуйста, высота нам дает эту возможность. В целом, нижний уровень у нас без изменений, поэтому здесь я сфокусировать ваше внимание не буду на чем-то. По кабине вы сами, в принципе, видели уже 100 раз. Под вторым рядом сидений находится отопитель Truma дизель. Это вот новая фишка пошла у завода Adria. Они стали делать вены именно с дизельным отоплением, чтобы увеличить автономность, чтобы люди пореже заправляли газ. Ну и, собственно, для зимы тоже хорошо, если здесь будет шестерка, она будет лучше греть. И вы не будете переживать насчет случая, когда газ вдруг закончится какой-нибудь холодной ночью. А мы с вами уже смотрим кухонный модуль от Dometic. Раньше он такой был глянцевый, а теперь вот сделали вот матовую вот эту всю штуковину. Значит, ну все такое маленькое, кастрюльку большую сюда особо не впихнуть. Можно где-нибудь в другом месте помыть, в кемпинге. Тут у нас освещение, USB-розетка, 220 вольт. Ну, само собой, ящики, ничего здесь не поменялось. Они также без доводчиков, вообще прям простые, бум, так, колотит и все. Но зато их тут много. Давайте посмотрим санузел. Значит, опа, смотри. Вот решили сюда приделать лесенку для транспортировки, но если как-то еще здесь уплотнительник какие-нибудь воткнуть, то она не будет болтаться здесь. Ну, смотрите, стандартный душевой поддон, биотуалет Тедфорд с электросмывом, стационарная раковина и есть душевая леечка. Ну, пожалуйста, на себя вытягиваем, вставляем в кронштейн и моемся. Чтобы не мочить дерево, пожалуйста, вот обернулись клееночкой и принимаем водные процедуры. Свет, стаканчик под щетки. Ну а что здесь, собственно, еще? И открытые полки для умывальных принадлежностей. Друзья, ну минимум, но есть, чтобы как-то поддерживать себя в нормальном состоянии.
гигиеной своей заниматься. В общем, все условия. Итак, значит, кухня у нас заканчивается холодильником Тедфорд. Тоже, кстати, компрессорный, газ ему не нужен. Работать он будет от 12 вольт, либо от 220 при внешнем подключении. На стоянке, либо генератор с собой возьмете. Итак, самое интересное – это задняя часть и спальные места. Итак, что нам дает вот это пространство? Наверное, высоту над головой, когда вы спите. Во-вторых, можно оборудовать здесь сидушки вот такие продольные. Наверное, это делается вот так. Вот. Честно говоря, первый раз это делаю, вот сейчас вместе с вами. Так, наверное, вкладывается так и туда. Раз, два. Зачем это? Сложно сказать, друзья. Вот эти штуки тоже убираются, видите, просто здесь висят. Сюда бы столик поставить. Тогда интересно. Передвигаться здесь, конечно же, нельзя, но сам факт наличия двух гостиных зон уже приближает этот автодом Sun Living к такому, знаете, офису на колесах. Это, конечно, редкий запрос, но все-таки интересно, что это может быть. Может быть, вы захотите организовать такой типа автодом-лимузин, да, сюда поставить столик, бар организовать, кальян, вот, и зарабатывать как-то. Никто вам не запрещает, правильно? Договоритесь там с кем-то. В общем, можно, соответственно, здесь спать. Ну, наверное, трое здесь легко усядутся. 6 человек, 7, 8, да, 10 человек получается. Вот такой вот автомобильчик. Верхнюю кровать тоже можно убрать полностью, если она вам не нужна. Но еще один момент. Если вы путешествуете, допустим, с какими-нибудь мопедами или с мотоциклом, то вы можете, наоборот, вот этот весь нижний ярус убрать, закрепить здесь за специальные проушины мототехнику и спать на втором этаже. То есть очень много вариаций, и машина становится универсальной. Как для бизнеса, может быть, как для каких-то покатушек, или просто для путешествий вчетвером. Напомню, что отопление дизельное, поэтому газовый баллон здесь нужно будет найти, куда поставить. Давайте-ка я попробую взглянуть. Здесь просто ниши для хранения. Это, кстати, дощечка перекрывает вход. Знаете, вот с первого взгляда я его не вижу, но поверьте, он точно есть. Здесь, значит, у нас в задней части будет доступ к цистерне с чистой водой. Пожалуйста, если шланга не оказалась, можно залить воду прямо сюда. Погружной насос тоже, если нужно поменять, сюда отправляемся. И также здесь есть клапан для слива воды, когда она вам не нужна. Допустим, на зиму все сливаете. Вообще, честно говоря, рекомендую воду сливать каждый раз после того, как вы вернулись с поездки, вот по своему опыту, потому что она начинает пахнуть, и ничего хорошего в этом нет, надо будет потом промывать постоянно ее. Значит, вот нашел я лючок для установки газового баллона. Это совсем маленькая такая ниша, но тем не менее редуктор и шланг здесь есть. Поместится сюда небольшой такой 5-литровый газовый баллон, который ставится вот прям, который покупается в магазине типа Leroy. Ну что ж, друзья, интересный, мне кажется, вариант. Есть над чем подумать. Я имею в виду над сферой применения. Можно путешествовать незаконно большим количеством людей. Я вас не призываю это делать, конечно же. Можно путешествовать вчетвером, можно путешествовать вдвоем, перевозя какое-то количество мототехники. Может быть, квадроцикл сюда небольшой влезет, типа детского. Ну, что-то, в общем, тут поколдовать можно. Если интересует цена, переходите по ссылке в описании к ролику. Там же вы найдете подробные характеристики этой модели. А я вас отправляю смотреть следующее видео. Вы на канале Яхта на колесах. До новых встреч. Пока.